«Огненный удар» — это манга, написанная Тацуки Фудзимото в 2016 году. Вам этот парень известен по своей мега-успешной манге и уже аниме «Человек-бензопила», но ее мы затрагивать не будем. Речь пойдет о его первой многосерийной манге, состоящей из 8 томов. По огромному количеству отзывов можно понять, что Fire Punch среди кор-фанатов Фудзимото ценится куда больше, чем «Бензопила». И мне показалась интересной эта крайне странная позиция людей. Поэтому в этом видео я решил разобраться, чем Fire Punch так любим. Поначалу я хотел сделать обзор в стандартной такой линейной форме, пересказав сюжет, а после обсудить события, персонажей и все, что я об этом думаю. Но прочитав всю свою топорную кашу пересказа и бестолковое обсуждение сюжетных ходов, мне пришла в голову другая мысль. Разбить обзор на арки и таким образом, хотя бы на мгновение, но дать вам возможность проникнуться затронутыми темами истории и, самое главное, попытаться понять философию, которую Фудзимото жирно стелет на протяжении 8 томов «Огненного удара». Поэтому без лишних слов приступим. Долгожданный обзор Fire Punch или же «Огненный удар». Если задуматься, то фильмы — это удивительное произведение искусства. Особое метафизическое состояние, которое позволяет сквозь пространство и время посмотреть на то, как чья-то жизнь начинается и заканчивается. Мы начинаем воспринимать радость победы и боль утраты, которые происходят с героями фильмов, чисто в форме собственного развлечения. И все события кино для нас являются самым настоящим вымыслом, художественным окрасом для большей зрелищности. Хоть в кино зачастую выдуманные истории, но они способны вызвать у нас такой же полный спектр эмоций, как если бы все события произошли с нами. В момент просмотра кино мы не думаем о редакторах, сценаристах, художниках по костюмам, операторе, режиссере, о многочисленной массовке и даже о главных актерах. Наше внимание направлено только на персонажей, чьи нередко трагичные судьбы максимально драматизированы. Все роли героев, вне зависимости от их статуса, всегда направлены только на развлечение зрителя в кинозале. Но так ли кино далеко от нашего реального мира? Выходя с киносеанса, мы становимся пешеходом или водителем, отцом или сыном. Мы можем вести себя как дурачки в школьном классе для потехи окружающих, или же взять на себя роль лидера, который жертвует своим свободным временем и помогает другим. Либо можем занять место наблюдателя, который стоит в стороне и делает вид, что не замечает происходящие события. Все мы такие же актеры в обществе, играющие собственные роли настолько хорошо, что даже не можем этого осознать. Все люди – отличные лжецы. И тоже касается главного героя «Огненного удара». Расскажу немного экспозиции. События происходят на замерзающей земле, которую, предположительно, заморозила некая ведьма льда. Она – одна из одаренных людей, которые обладают своеобразными суперспособностями. Брат и сестра, с которых начинается история, как раз являются такими одаренными. Обладают они даром регенерации. Им не нужно есть, и раны на них заживают за считанные секунды. Из-за того, что в мире вечная зима, еда и тепло в таких условиях являются роскошью. Чтобы вся деревня, которая приютила брата и сестру, не умерла с голоду, Агни, а именно так зовут юнца, из раза в раз просит сестру отрубать ему руку, чтобы всех накормить своей плотью. Агни считает, что он делает добро. Он нашел для себя роль. Он кормилец для всей деревни, потому что может использовать свое тело, чтобы все были сыты. Он верит, что это единственно верный способ пережить ледниковый период. В один из таких дней в деревню прилетает самолет с армией города Бегемдорга. Один из главных одаренных по имени Дома, испытывая отвращение к каннибалам, сжигает всю деревню своим пламенем. У огня Домы есть одна особенность. Он не погаснет до тех пор, пока тот, кто горит, не умрет. Все, кого кормил Агни для их спасения, умерли у него на глазах. Его младшая сестра Луна, которую он любит и клялся защищать, прежде чем она увидит, как солнце растопит лед и зазеленеет трава, сгорает и умирает. Перед своей смертью Луна говорит Агни только одно слово – «Живи». И в этот момент Агни выбирает жить в боли.
течение долгих 8 лет Агни, преодолевая бесконечную и невыносимую боль, сначала учится ее контролировать, затем дышать, а после ходить. Он приобретает новую цель жизни – отомстить в доме. Так начинается путь героя, злодея, бога и человека. И прежде чем я продолжу погружаться в сюжеты персонажей, уверен, есть люди, которым понравилось такое вступление, и они хотели бы ознакомиться с мангой самостоятельно. У меня для вас отличная новость. В интернет-магазине «Читай город» можно приобрести мангу «Огненный удар» и еще приличную кучу других комиксов. И доставят тебе мангу в любую точку России, привезут в магазин «Читай город» или в ближайший пункт выдачи. Кстати, если закажешь доставку в магазин, она будет бесплатная. Подумал, это все? Ну уж нет. В интернет-магазине «Читай город» отличная и выгодная система бонусов. С первой покупки тебе вернется 20%, а по последующим заказам будет возвращаться до 15% от суммы. А уже полученными бонусами можно оплачивать последующие заказы. Но и это еще не все. При первой покупке для тебя сработает скидка в 30%, которая появится при оформлении заказа. Ну а если ты уже не первый раз заказываешь, для тебя супер предложение. Минус 25% по промокоду MANGER на все, кроме небольшого списка исключений. Скидка по промокоду не суммируется с другими, поэтому в корзине сработает больше. Успей заказать, предложение ограничено только до 30 августа. Все ссылки в описании. А мы вернемся к ролику. Каждый из вас, и я не исключение, хотя бы раз в жизни задумывался, для чего он появился на этот свет. Есть ли у этого всего какая-то высшая цель, или вся жизнь — это просто череда случайных совпадений? Я уверен, кто-то из вас ответ уже давно нашел, а кто-то до сих пор в поисках. И в «Огненном ударе» много внимания уделено именно этому экзистенциальному вопросу. При помощи постепенного раскрытия всех героев — Агни, Тагаты, Сана, Иуды и Домы — мы начинаем лучше понимать ценность жизни. Каждый персонаж истории находит какую-то свою личную причину жить, несмотря на то, что существовать в таком мире уже является крайне болезненным времяпрепровождением. Обсудим каждого из героев. Агни ищет цель жизни на протяжении всей истории, примеряя на себя огромное количество ролей. Первостепенной причиной жить у Агни было предсмертное желание его сестры, за которую Агни должен отомстить в начале своего пути. Но с каждым новым событием, знакомствами и трудностями мировоззрение Агни меняется. Его личность каждый раз приобретает новый окрас. Старший брат, актер, герой, злодей, бог и даже совершенно другой человек. Такое количество личностей полностью растворяют его понимание предназначения, а точнее максимально его запутывают. Он словно заложник других людей, которые говорят ему жить на протяжении путей. И это все при том, что мы, как читатели, прекрасно видим, кто он. Он маленький мальчик, запертый в теле взрослого мужчины, который просто цепляется за слова тех, кто ему дорог. И со временем Агни, сам того не осознавая, становится источником вдохновения для других людей. Забавный момент, что Агни на протяжении всей истории на каждом из этапов разных ролей делает две одинаковые функции. Он пытается заботиться и защищать. И после смерти его сестры Агни больше страдает не потому, что потерял сестру, а потому что ему больше незачем жить. Умерло все, чем он был. Он был защитником от голодной смерти, заботливым братом, который не дает страдать сестре, а страдает сам, отрубая себе конечности. Последние года жизни, до инцидента, Агни настраивал себя таким образом, что его сестра не должна больше испытывать боль. А глядя на то, как она умирает у него на глазах, Агни разрушается сам, как личность. Ведь он давал обещания не только Луне, но и себе. И эта нереализованная потребность в защите и заботе словно фундаментом кладется на любую роль, которую он на себя примеряет. По сути, его поиск себя уже произошел. Агни просто нужно это пережить и попытаться двигаться дальше. Что мы и видим после того, как он потерял память в конце истории. Агни смог построить здоровое и развивающееся общество. Он смог стать тем лучиком света, который помогает людям расти. Тагата,
один из самых ярких персонажей истории, но ее жизнь при этом уже давно потеряла какой-либо смысл. Ее единственная радость, любимая коллекция кинофильмов, была уничтожена. Так получилось, что вся ее личность основана на собирательных образах, которые она увидела в кино. В представлении Тагаты она не может жить в мире, где нет любимых фильмов. Большую часть времени она тратит на попытки убить себя. Но, как и многие в истории, Тагата является заложницей своего дара регенерации. Ее тело не позволяет ей покончить с собой. В этот момент в жизни Тагаты появляется Агни, который что-то в ней изменил. Человек развел огонь в мире, покрытом льдом. Этот яркий образ брутального горящего голову мужчины подарил ей новый смысл жизни. Теперь Тагата хочет снять самый величайший фильм в истории о герое, который идет мстить злодею. Фудзимото и здесь тонко намекает, что наш выбор, кем мы будем, уже давно сделан в детском возрасте. Все наши детские увлечения рано или поздно перерастают в нечто большее, в то, что можно назвать предназначением. Тагата с детства мечтала быть другим, но об этой теме мы поговорим чуть позже. Не беспокойтесь обо мне. Со мной все в порядке. Весь жизненный путь Сан прошел с непоколебимой верой, поклонением и восхищением Агни. Именно вера помогла Сану выжить. Он молился Богу, и когда Агни появился и спас его, Сан понял, что его молитвы могут быть услышаны. В глазах Сана Агни стал Богом. В его представлении именно так устроен мир. Человек, охваченный несгораемым пламенем, пришел к нему на помощь. Конечно, он должен быть Богом. Сан искренне верит в то, что Агни не позволит страдать хорошим людям. Он воспринимает свою жизнь максимально в понятной линейной форме. Если Сан жив, значит так нужно Богу. А если так нужно Богу, значит в этом и есть его смысл жизни. Дома живет для искупления своих грехов. Теперь он защищает жизнь вместо того, чтобы ее забирать. Есть огромная разница, и не только визуальная, в том, как изменился Дома с момента его первой встречи и по прошествии 8 долгих лет после уничтожения деревни Агни. Дома уже не тот уверенный в своем долге военный. Его благословение уже больше кажется проклятием, которое породило Агни и заставило пойти на путь разрушения, лишь бы добраться до Домы. Дома стал заложником своих же свершений. Он понимает, что карма настигнет его рано или поздно, но до этого момента ему необходимо пытаться помогать тем, кто в этом нуждается, передать свои знания и воспитать из подрастающих детей достойных людей. Иуда – единственный персонаж истории, который полностью устал от всего. Она не проявляет даже малейшего энтузиазма к жизни, в отличие от того же Домы или Тагаты. Она повидала многое, ей больше не хочется жить, потому что Иуда не видит в этом смысла. Ее приобретенное понимание бытия полностью противоположно всем участникам истории. Агни просто живет по просьбам близких. Сан верит в божественное провидение. Тагата хочет создать величайшее творение киноискусства. Дома хочет воспитать людей, которые смогут выжить в любых условиях. А Иуда просто не видит ни в чем смысла. Первый раз она отдает свою жизнь на превращение в дерево просто так, ради исполнения чужого желания. Ей не интересно, выживет ли человечество, ей не интересно, что будет с ее городом и людьми. Она полностью потеряла какой-либо смысл. Но именно на контрасте второго пожертвования Иуда интересно. Первая неудачная попытка заставила ее потерять на время память и пожить вместе с Агни в образе его погибшей сестры. Да, стоит уточнить, Иуда выглядит как полная копия Луны. За это время, находясь в другой роли, Иуда, вернувшая к себе память о прошлой жизни, поняла, что даже у нее есть шанс. Шанс любить, шанс быть счастливой. А если даже она на это способна, значит у человечества не все потеряно. Просто нужно играть роль, нужно притворяться. Бегемдорк – город, который не способен существовать без веры людей.
Именно вера одаренных в то, что они являются всего лишь батарейками, дает городу энергию для существования, а тем самым и дает возможность жить привилегированному меньшинству так, как они хотят. Иуда наладила в городе ужасную машину неравенства, давая жителям возможность жить в комфорте, а рабам страдать от невыносимой боли, пока те вырабатывают энергию. И единственный способ для образования этой системы стала вера в бога Бегемдорга. Агни, тебя сжег не я, получивший верное образование, а я, прошедший ложное обучение. В Бегемдорге поколениями промывали людям мозги, показывая им съемки творящего чудеса бога. Уже сам вид бога Бегемдорга, поджигающего своим ударом жутких демонов, высекал искру в моей душе. Я был одним из многих, кому промывали мозги. Но однажды Иуда явила мне одно из своих божественных откровений. Я приказал своим подчиненным отправиться в неподконтрольную деревню и набрать оттуда рабов. Там они наткнулись на сопротивление, и многие погибли, но то, что выжившие везли с собой, раскрыло мне глаза. То, что я все время смотрел, было лишь фильмом, созданным, чтобы развлекать людей. Бог, которого я восхвалял днем и ночью, был всего лишь актером, человеком. И веря в него, веря в его игру, я сжег множество людей. То, как показана религия в огненном ударе, является весьма интересным моментом. На первый взгляд может показаться, что Fire Punch религию только критикует, но это не так. Да, Фудзимото удалось правдоподобно показать, что религия может являться прекрасным инструментом манипуляции. Во имя Бога будут совершаться ужасные зверства. Но в то же время вера – это необходимый человеку элемент, без которого люди просто потеряют себя. Агни стал богом для своих последователей. Таким же вымышленным, но дающим людям надежду на светлое будущее. Он в определенный момент уверен, что несет для людей добро. Иуда и Агни, по сути, занимают одну и ту же позицию. Они оба осознают, что обманывают людей, но не могут поступать иначе. Разница лишь в том, что Иуда по собственному выбору зомбирует жителей Бегемдорга, не видя выхода из тупиковой ситуации. А Агни по собственной глупости и без понимания последствий позволяет взрастить слепых фанатиков, таких как Сан, который впоследствии становится слепо верующим в божественность Агни. Грубо говоря, из-под крыла Иуды вышел Дома, который смог понять, в чем была его ошибка жизненной позиции. Он смог пересмотреть свою жизнь и измениться. А вот из-под крыла Агни вышел Сан, который, даже имея перед собой явные жизненные противоречия, все равно остается слепо верующим фанатиком. И может показаться, что при любом раскладе в религии формируется только радикально настроенное общество. Но Фудзимото и здесь дает ответ. В религию нужно вшить добродетель. Например, то, что я уже сказал выше, это к чему приходит Дома. Когда встречаешь незнакомца, то нужно подержать его за руку и прощупать его температуру. Так вы познакомитесь. Еще одно из учений Домы. Да. И то, что осознает Тагата. Мне страшно. Чего боишься-то? Они вправду верят, что Агни — это бог. Никто из них ничего о нем не знает. Мы ведь вроде просто все выдумали и издеваемся над ними. Так и есть. И это все больше походит на религию. В прошлом существовало множество религий, а значит, было множество различных учений. Например, в иудаизме существовало поверье, что люди получили тела от Господа, и одним из фундаментальных учений было то, что нельзя отказываться от его частей, в том числе срезать волосы на лице. И из-за этого все мужчины-иудеи ходили с длинными бородами. Но в корне этого лежало логическое обоснование. Бреясь, можно было случайно порезать лицо, и через эти порезы можно было подхватить ВИЧ или столбняк. И чтобы избежать заражения, люди перестали бриться. А была еще религия, где крупный рогатый скот был священен, и люди отказывались его есть. Причиной этого, однако, было распространение болезней, вызванных употреблением говядины. Фудзимото явно дает понять, что религия, как инструмент, может работать во благо людей. И, как ни странно, в нашем обществе религия так и работает.
Она формирует определенные правила до того момента, как мы сможем найти им логическое обоснование. Вопрос лишь в том, кто как истолковывает священные тексты и несет их миру. И если в мир религию несут люди, образование которых строится на неверных логических связях, на полном отсутствии критического мышления, то человечеству будет очень туго. Что мы и видим на примере Сана. У всех персонажей истории не в порядке с головой. И как-то так складывается, что большинство моих обзоров как раз-таки о тайтлах, в которых персонажи явно имеют сильные глубинные травмы. Но «Огненный удар» — это прям кладезь пациентов какого-нибудь психотерапевта. Психические расстройства, я бы сказал, главная тема «Огненного удара». Я бы даже заметил, что она является фундаментом истории. Фудзимото затрагивает одни из самых тяжелых и опасных форм. ПТСР, раздвоение личности, гендерная дисфория и самые тяжелые формы одержимости. Давайте рассмотрим каждого из героев. Агни – это собирательный образ всего ужасного, что может произойти с человеком. Он постоянно находится в огне, испытывая боль с тех самых пор, как дома сжег его сестру и всю деревню. Особенно это заметно тогда, когда Агни теряет контроль над телом. Это происходит несколько раз в истории, но особенно ярко это показано, когда Агни убивает Дому, находясь в бессознательном состоянии и общаясь с погибшей Луной. Также Агни испытывает вину уцелевшего за то, что выжил, хотя очень хотел погибнуть вместе со всеми. Но умереть он не может, так как с реальным миром его связывает последнее слово его сестры. Вдобавок к этому, словно персонаж Агни мало натерпелся, Фудзимото добавляет ему ложное навязывание реальности. На протяжении истории Агни начинает обманывать себя тем, что Иуда – это и есть его погибшая сестра. В конце концов, Агни начинает в это верить. Он уже давно сошел с ума. И единственное, что помогает ему не впадать в бесконтрольную ярость, это его иллюзорный мир, в котором Луна, Иуда, нуждается в его заботе. Но, видимо, и этого Фудзимото было мало. Агни неоднократно страдает суицидальными наклонностями от усталости своего бремени. Его постоянные попытки покончить с собой прерываются либо даром регенерации, либо другими персонажами истории, которые жертвуют собой ради него. Схожими симптомами обладает и Тагата. Если Агни хоть как-то смог найти якорь в виде Луны Иуды для своего стабильного существования, то с Тагатой все сложнее. Она испытывает отвращение к своему телу, потому что девушкой она является только биологической. Тагата всегда хотела быть мужчиной. И нет, это не повесточка, это реальное психическое расстройство. Как я уже говорил выше, вся ее личность образована на кинофильмах, которые она смотрела с детства. Зачастую это были боевики, в которых герои были мужчины. Тагата всегда хотела быть похожей на своих героев, но при этом всегда понимала, что ее сдерживает пол, телосложение, голос и общественное отношение. У нее явные признаки гендерной дисфории. До встречи с Агни Тагата пыталась покончить с собой множество раз, но из-за дара регенерации все ее попытки были тщетны. Она даже не способна провести операцию по смене пола, если бы это вообще было возможно в условиях умирающего мира. Именно по этой причине она находит в Агни смысл жизни. Для нее это единственная жизненная цель, и все окружающие действия она рассматривает только как фрагменты сцен из кино. По сути, ее не заботят жизни людей, потому что они лишь инструменты для зрелищной картинки. Главное – снять лучший фильм, когда-либо существовавший. Ну, по крайней мере, из тех, что остались. Также у Тагаты постоянно проявляются сексуальные наклонности, и хоть по большей части в сюжете ее вбросы кажутся безобидными и местами смешными, но на деле это яркое проявление неудовлетворенности, которое также причиняет ей регулярную боль. В этой истории есть еще один яркий и опасный персонаж – Сан. Его нездоровая одержимость божественностью Агни также является психическим расстройством. Опасность заключается в том, что Сан искренне верит во все то, что он выдумывает о Агни на протяжении истории.
Например, то, что поедание глаз Агни из супа улучшает зрение, и я вспомнил лишь один из многочисленных примеров. Его слепая одержимость доходит до того, что Сан выдумывает себе божественные испытания, будто Агни испытывает его на веру, хотя на деле он просто сражается с собственным спасителем. Но раз я упомянул стольких нездоровых персонажей, стоит сказать и о том, кто смог сохранить здравомыслие. Нинета, второстепенный персонаж истории, прошла через все испытания и смогла сохранить в себе человека. Она, в большей части находясь в позиции наблюдателя, сумела пережить тяжелейшие моменты, перенесла полученные травмы, потерю близких, узнала правду Бигемдорга и Агни, а после смогла простить его и воспитать как собственного младшего брата, когда тот окончательно потерял память. И в итоге Нинета умерла от старости в окружении своей семьи. При том, что она не обладала никакой суперсилой, это ей не помешало остаться самым здравомыслящим персонажем. Хоть она и не была носительницей каких-то величайших знаний, но она поняла принцип. Принцип, что всему нужно учиться и правильно воспринимать получаемую информацию. С момента, как Агни стал главным героем истории, он стал очень плохим актером. После знакомства с Тагатой Агни начинает следовать поставленному сюжету, произносить нелепые заготовленные фразы. И все это ради лучшего фильма, ради того, чтобы Тагата написала для него сценарий жизни. Многим кажется, что история Fire Punch наполнена неразберихой и кашей из событий, что сложно назвать отличной законченной историей. Слишком много вопросов остается после прочтения, слишком много элементов больше походит на пробу пера, будто Fire Punch для Фудзимота, как я люблю говорить, творческий тренировочный лагерь, на котором он оттачивает свои навыки мангаки. Но сразу небольшой спойлер, это совсем не так. Fire Punch отлично накладывается на классическую схему пути героя. Перед тем, как мы рассмотрим персонажа Агни по этой классической схеме, сначала поподробнее узнаем, что же такое путь героя. Автор этой теории Джозеф Кэмпбелл – американский исследователь мифологии. Более 70 лет назад в своей книге «Тысячеликий герой», анализируя известные мифы древности, он пришел к выводу, что все они имеют одинаковую структуру. Сегодня, как вы поняли, она называется «Путь героя». Первоначально путь состоял из 17 шагов, которые проходит главный персонаж любой истории, от момента зова приключений до возвращения домой. После выхода книги эту теорию упростили до 12 шагов и стали использовать для написания романов и киносценариев. Путь героя прослеживается в книгах и фильмах о Гарри Поттере, Властелине колец и даже в Звездных войнах, которым Фудзимото выделил особое место в Огненном ударе. И, как мне кажется, это неплохая пасхалка. Вот теперь давайте же попробуем взглянуть на Fire Punch через эти 12 шагов. Любое путешествие имеет свое начало. Время, когда герой живет в состоянии статуса кво. Он создает для себя нерушимый порядок и действует в соответствии с ним, не думая о переменах. Здесь начинаются все путешествия. Агни и его сестра мирно живут и думают, что все будет так продолжаться до скончания времен. Происходят события, требующие изменений, неприятие действительности. Момент, когда герой получает знак, что текущее положение вещей может привести к трагедии. Деревню Агни сжигают, выживает только он. Наверное, вы думали, что следующий этап – это принятие необходимых перемен. Все чуточку сложнее. К сожалению, большинство людей, услышав зов, отказываются на него отвечать. Многие списывают знаки на временные трудности или влияние окружающих. Для некоторых зов – это просто момент, который нужно преодолеть, чтобы вернуться к прежней жизни. В теории Кэмпбелла на этом этапе герой встречает привратника, который отговаривает его от путешествия. В случае с Агни это его внутренний диалог, после того, как он повстречал Иуду, которая точная копия его сестры. И здесь наступает 4-й этап. Как я сказал выше, зачастую герою не хватает собственной воли, чтобы начать путешествие. По Кэмпбеллу в этот момент в судьбе героя должен появиться наставник, который поможет отправиться в путь. В случае с Агни появилась Тагата. Тут главное понять, что без катализатора, без поддержки, Агни решил бы отказаться от зова, а точнее у него бы просто не получилось в одиночку справиться с Домой.
С помощью наставника герой пересекает порог привычного мира и встречается с его обратной стороной. Он понимает, что жизнь, которую он видел раньше только с одного ракурса, имеет множество оттенков. Агни жил без понимания того, что он актер, и ему приходится принимать правила новой игры, иначе Тагата просто ему не поможет. Когда герой переходит порог, он сталкивается с первыми испытаниями. Ему не хватает прежнего опыта, чтобы справляться с новыми задачами, и, естественно, он допускает ошибки. Это так называемые драконы, которые пытаются его остановить. Например, военные Бигемдорга или сомнения самого Агни, которые появляются у него после уничтожения Бигемдорга. Вокруг него собирается культ выживших рабов, но Агни абсолютно не понимает, что со всем этим делать. На этом этапе герой должен искать союзников, которые помогут победить драконов. Вокруг Агни появляются сильные сторонники, способные решать многие вопросы, что помогает Агни проходить дальнейшие испытания. Если герою удается преодолеть все испытания, он набирается опыта и достигает точки смерти, самого тяжелого испытания на своем пути. Это может быть сложная задача, серьезный разговор или судьбоносное решение. Может показаться, что это тот момент, когда Агни убивает Дому, но на самом деле нет. Точка смерти происходит уже после убийства Домы, когда Агни начинает жить вместе с Иудой, которая потеряла память у родственников Домы. Семья не знает, что Агни убийца их отца. На этом этапе решается, сможет ли герой вынести из своего пути ценный урок, или уйдет с тем же опытом, который имел. Агни вместе с Луной начинают жить с выжившими родственниками его врага на протяжении долгих 10 лет. Он учится быть хорошим актером. Если герой преодолевает точку смерти, то получает новый опыт, который поможет ему справляться с новыми испытаниями. Культ Сана похищает Иуду и хочет казнить ее за то, что она сделала с Бигемдоргом. На этом этапе Агни понял принцип хорошего актера. Он причиняет боль своей ложью, чтобы вернуть себе огонь при помощи сына Домы, который унаследовал силу отца. Здесь Агни делает главное открытие своего пути. Ради достижения цели он может быть кем угодно, даже злодеем. Чтобы убедиться, что подарок силы работает, герой сталкивается с новыми испытаниями, но теперь он вооружен. Он учится по-другому реагировать на прежние ситуации и добивается в этом успеха. Регенерация Агни сильна как никогда. Теперь он по-настоящему отыгрывает ту роль, которую ему преподносит ситуация. Этот принцип отпечатался в его сознании. Он бесстрашен, хитер. Если его считают богом, он отыгрывает роль бога. После прохождения испытаний герой принимает решение сделать новый полученный опыт частью повседневной жизни. Победив Сана и потеряв память, Агни берет себе новую роль. Теперь он брат Нинета и один из тех, кто встает у истоков новой жизни. В это же время он практикуется в использовании приобретенного опыта, чтобы стать в нем мастером и закрепить его. Так испытания, которые встретились на его пути, становятся не просто событиями, а уроками, которые он сохраняет на всю жизнь. Агни вместе с Нинета построили новый лучший мир. Они воспитали здоровое общество, у них получилось, хотя бы на время, но создать спокойные условия мира, где есть даже кинотеатр, где каждый может посмотреть лучший в мире фильм с участием Огненного удара. Последним шагом является передача истории о своем путешествии. Чтобы сохранить пережитый опыт, герой делится информацией о нем с людьми, которые окружали и поддерживали его. Единственным, кто был с Агни на протяжении всей жизни, была Луна Иуда. Она в форме древа поглощала другие планеты, чтобы давать жизнь Земле, на которой остался Агни, который уже давно не помнит о своем прошлом, который уже давно пережил сотни других жизней, который миллионы лет парил в космосе, пока они не встретились, и он не рассказал ей все. И при прочтении может показаться, что история наполнена глупостями и нелогичностями, но при разборе путь Агни логичен. И получилось ли у Фудзимота это случайно, или он написал историю строго по плану, я не знаю. Думаю, всем уже стало понятно, что весь путь Агни четко прописан. Каждый из этапов мономифа легко читается, потому что вся история Огненного удара — это цельное законченное произведение, написанное по самым классическим законам драматургии.
Рассмотрим концовку истории. Многим манга не нравится своей последней главой, где Земля и многие планеты полностью разрушены, а Агни и Уда встречаются спустя миллионы лет странствия в пустоте. Этот момент, с одной стороны, кажется весьма архаичным и абсурдным завершением, но для такой концовки есть две весомые причины. Во-первых, таков был изначальный план Сурьи. А теперь настало время объяснить тебе, как мы согреем Землю. Сначала ты вберешь в себя жизни всех живых существ и используешь их для своего питания. К несчастью, это значит, что все, кроме меня, погибнут, и Агни тоже. Но лишь этого недостаточно, чтобы обернуть вспять ледниковый период. Далее мы соединим другие планеты вокруг тебя как центра. Ты впитаешь в себя всю жизнь на этих планетах и используешь их. Проделав все это, мы сможем медленно согреть Землю. Затем я лично дам начало человеческому роду и взращу его. И на этом все. Как вы поняли, этот диалог является классическим чеховским ружьем. Естественно, план Сурьи не сбылся в том виде, в котором она его видела. Иуда смогла немного подправить действия в свою сторону, но в остальном, глобально, ружье стреляет как надо. А во-вторых, последний пункт мономифа должен не только завершить путь Агни, но и всей истории в целом. Еще Аристотель в 300-х годах до нашей эры определил деление драматического действия на три основные части. Начало или завязка, середина, содержащая поворот или изменения в поведении героев, и развязку, которая состоит либо в гибели героя, либо в достижении им благополучия. Как говорил французский писатель Мармантель Жан-Франсуа, чтобы развязка была неожиданной, она должна являться результатом скрытых причин, ведущих к неизбежному концу. Судьба персонажей, запутанных в интригу пьесы, в продолжении всего хода действия, подобна застигнутому бурей кораблю, который под конец или терпит ужасающее крушение, или счастливо достигает гавани. Такова должна быть развязка. Одновременно соглашаясь и отрицая слова Мармантеля, Фудзимото делает концовку максимально абстрактной, при этом выполняя требуемые условия, уничтожает мир и дает наконец Агни то, к чему тот стремился – быть с Луной. Также огненный удар наполнен забавными метакомментариями. Например, в 40 главе 5 тома прослеживается хорошая аналогия с тем, чем является огненный удар. Тагату тошнит от того, как выглядит Агни. Его считают все богом не потому, что он делает добро и творит чудеса, а потому, что он находится в теле взрослого накачанного мужика с мясной палкой. Точно так же, как манга выглядит брутальным боевиком о мести с нехилым таким экшен-потенциалом, а читатель получает философские рассуждения и шизу, от которой может тошнить. Пара слов о визуальном языке истории. Фудзимото интересно подал несколько важных элементов повествования. Первый – это вечно горящий огонь, который беспорядочен и хаотичен в своей форме, но при этом отлично дополняет атмосферу и тон истории на замерзающей планете, где уже практически не осталось тех, кто верит в теплый завтрашний день. В этом сеттинге вечно пылающий человек среди ледяной пустыни не только эффектно выглядит в рамках истории, но и может интерпретироваться как своеобразная метафора, которую каждый из нас поймет по-своему. Типа маленький лучик света в бесконечной темноте и все в таком духе. Также хочу отметить интуитивно считываемый рисунок от фрейма к фрейму, который в некоторых моментах вообще начинает заигрывать с тобой в покадровый кинеограф, словно передающий движение. Фудзимото как будто хочет передать секунды между одинаковыми фреймами, тем самым лучше погружая нас в атмосферу настоящего кино, только в формате черно-белых комиксов. Я даже заготовил мини-фильм из нарезки манги. Где зажигалка? Я отомстил за тебя, братан. Полный набор.
Третий элемент, на котором я хотел бы остановиться поподробнее, это боди-хоррор. Но в отличие от того же Дзюнзи Ито, который всегда выкручивает боди-хоррор на максимум, Фудзимото действует несколько иначе. Он играет в некие качели, иногда просто придавая тонкий окрас своей работе, который для нас оказывается незаметен, а иногда будоражит сознание читателя странными, но очень заметными работающими деталями ужаса. Например, в одной главе Фудзимото абсолютно спокойно рисует дичайшее кровавое месиво с расчлененкой, но мы ее будем воспринимать как легенький трэшовый слэшер. А далее, в следующей главе, он рисует горящую плоть на Агни с такой точностью, что мы буквально видим, как кожа и мясо стекают со скелета, тем самым взрывая нам мозг от увиденного. Мы буквально способны ощутить агонию, которую испытывает Агни. Или же, например, многократно отсеченные конечности, которые встречаются в истории, в одной главе они удивляют своей неприятной детализированностью, а уже в другой сцене мы воспринимаем отсечение лица как какой-то абсурдный фарс, не имеющий цели принести нам неприятные ощущения. То есть от фрейма к фрейму с элементами боди-хоррора можно заметить, что Фудзимото в одном случае сводит к минимуму всю жестокость, будто это в порядке вещей, а в другом настолько точно за счет мелочей передает неприятные ощущения от увиденного, что ты невербально начинаешь улавливать эти акценты. Такой прием положительно сказывается на итоговом восприятии. Фудзимото начинает казаться более многоуровневым автором, и история постоянно катает тебя по аттракциону разнообразия. Боди-хоррор, слэшер, драма, комедия, боевик, триллер, супергеройский попкорн-муви – все переплетено в настолько будоражащий коктейль, что и эмоции от прочтения у тебя остаются весьма неоднозначными, но определенно незабываемыми. И напоследок, я бы отметил в некоторых моментах небрежность рисунка. Корявость и деградация вперемешку с максимально детализированными картинками на удивление смотрятся органично во всей истории. Но, как мне кажется, это не заготовленная стилистика, а Фудзимото просто не успевал отточить всю работу. И на проработку некоторых фреймов просто забивал, что в итоге подарило такое разнообразное впечатление. Пожалуй, я не открою сейчас Америку, сказав, что Фудзимото отлично постарался и запихал в мангу кучу культурных и религиозных символизмов. Многие вещи, я уверен, вы уже для себя скорее всего подчеркнули. Но также огненный удар наполнен символикой в обложках. Давайте взглянем на них через призму того, что происходит в истории и какая информация скрыта прямо на первой странице каждого тома. И рассмотрим мы именно оригинальные японские обложки, так как на них мне изображение иероглифов нравится больше с точки зрения целостности картины. Агни, Тагата и Иуда на первых 3 томах находятся в центре и являются двигателями сюжета. Тагата и Иуда играют, возможно, самую большую роль в жизни Агни. Они являются его проводниками на протяжении истории и наполняют его действия решимостью. В первом томе Фудзимото рассказывает о становлении огненного удара в лице Агни. К концу же первого тома мы знакомимся с Тагатой, поэтому весь второй том, можно сказать, посвящен именно ей. Идет ее раскрытие мотивов и внутренних противоречий. Третий же том, как нетрудно догадаться, в большей части акцентируется на Иуде и на более детальном знакомстве с ней. В следующих 3 томах прослеживается та же тенденция, но уже с иной точкой зрения. На 4-й обложке Агни опечаленно смотрит на кулак, что напрямую указывает на начало его упадка как героя. Он начинает чувствовать вину за свои действия, тяжесть бремени и непонимание, к какой же роли ему стоит себя относить. На 5-й обложке в такой же позе, что и Агни, стоит Тагата. Она выросла как персонаж на наших глазах, проявила себя настоящую и показала уязвимые стороны, а также взяла на себя роль старшей сестры для Агни, научив его многому, о чем он никогда не знал. Ее поднятый кулак и то, как она на него смотрит, хорошо передает ее жертву для спасения Агни. Ведь в этот раз Тагата разжигает огонь в сердце Агни, как когда-то он разжег огонь в ней. На 6-м томе изображена Иуда в той же позе с кулаком, что и в 2 предыдущих. И вот здесь, думаю, стоит уделить внимание цветовому наполнению обложек. Но я не буду разбирать каждый цветовой оттенок, а просто расскажу наиболее распространенные смыслы. Белый – весьма интересный цвет. Естественно, с одной стороны он символизирует чистоту и непорочность, простоту и открытость. Он легкий, свежий и безупречный. Но, когда белого слишком много, его переизбыток может утомлять, вызвать ощущение холода, пустоты и одиночества.
Зеленый обычно символизирует цвет самой жизни, символ природы и экологии, гармонии и равновесия. Также в народных сказаниях и легендах многих стран зеленый цвет является символикой надежды, так как ассоциируется с молодостью и ростом, как физическим, так и духовным. Красный – это, естественно, цвет крови, огня и опасности, но также означает любовь, страсть, волю, целеустремленность и готовность преодолевать любые препятствия на своем пути. Прямого черного цвета на обложках не встречается, но на одной есть очень приближенный к черному оттенок, поэтому упомяну и его. Черный, точно так же как и белый, имеет двойственность восприятия. Конечно, он символизируется с авторитетом, властью, стабильностью, интеллигентностью и силой, но также черный является символом траура, потому что связывается в сознании с мраком и тьмой. И теперь, обладая этими базовыми представлениями, взглянем на обложку 3-го и 6-го тома. Иуда воспринимается сразу в двух смыслах. В первом случае доминирующий белый, за счет сплошного фона, с которым даже сливаются волосы Иуды, кажется более холодным и одиноким, подчеркивая ее безжизненное отношение ко всему, тогда как в 6-м томе происходит ее перерождение. Она теряет память и становится совершенно другим человеком. Белого становится намного меньше, буквы приобретают явно более теплый оттенок, больше похожий на цвет земли. Как раз в этом томе Иуда пытается стать деревом жизни, но перерождается и теряет память, начиная все с чистого листа. Даже ее взгляд на кулак можно трактовать как переосмысление себя. То же самое мы наблюдаем на 2-й и 5-й обложке. Голубой и синий цвет в психологии работают как расслабляющие цвета, снимающие стресс. Символизируют идеал и творческие начинания. И в случае с Тагатой этот цвет более чем оправдан. На первой обложке Тагата представлена как тот, кто пытается сбежать от суицидальных мыслей, от своей половой идентичности и найти утешение в творчестве, в создании кино. Тогда как на 2-й обложке она уже явно вырастает над собой. Ее кулак горит зеленым пламенем духовного роста, и жертвует она собой не столько ради того, чтобы избавить себя от жизни в муках, а сколько ради спасения близкого человека, который стал ей дорог. 2 финальные обложки связаны единой концепцией, но обладают разными формами толкования. На 7-й обложке Агни с печалью смотрит вниз, и он не объят пламенем. В этом томе происходит тот самый этап точки смерти. Агни пытается справиться со всем нависшим грузом его прошлого. Его психическое состояние видоизменяется и рушится на протяжении долгих 10 лет. С другой же стороны, Иуда в образе Луны пытается удержать Агни от полного саморазрушения. На финальной обложке уже совершенно другая ситуация. Взгляд Агни в образе огненного удара устремлен вверх. Он полностью растворился и принял себя тем, кем его считают – Богом. В то же время Богом он является лишь в представлении Сана и кучки сектантов, а взгляд Иуды устремлен вниз. Она обрела воспоминания и жертвует собой, став настоящим богом среди людей. В этом томе она стирает память Агни и начинает присматривать за ним уже в виде бесконечно растущего дерева. Ее взгляд как нельзя лучше передает то, что ей предстоит в будущем. Данную арку обзора я бы не рассматривал как что-то серьезное. Это скорее попытка ответить на некоторые вопросы, которые появились у многих людей в момент прочтения манги. Поэтому давайте попробуем ответить на самые популярные вопросы, исходя из еле заметных пасхалок, разбросанных по сюжету. Я не утверждаю, что мои версии являются истинными в последней инстанции. Это всего лишь теории, которые мне показались интересными. Каждый после прочтения заметил, что Агни необычный персонаж. В истории есть несколько моментов, указывающих на то, что он не обычный человек с благословением, а нечто большее. Например, у него фантастический уровень регенерации. В нескольких эпизодах он регенерирует целое тело из одной лишь оторванной головы за несколько секунд. Он дважды перерождается, причем один раз полностью обновляет тело, когда Иуда взорвала его правую часть мозга, которая якобы отвечала за регенерацию. И это не помешало Агни из уцелевших частичек снова собраться в свою более молодую и худощавую форму, хоть он при этом и потерял память.
Возраст Агни и его сестры тоже имеет кучу вопросов. Из воспоминаний Агни может сложиться впечатление, что Земля замерзла буквально пару-тройку лет назад, так как Агни в воспоминаниях еще помнит Землю без снега. Но на деле оказывается, что ледниковый период начался уже несколько десятков лет назад, что подтверждает Дома, вспоминая, сколько поколений зомбировалось фильмом о бойке Бигемдорга. И самые внимательные уже заметили, что Агни сам сказал, что застал Землю уже замерзшей и лишь обманывал сестру, но и здесь есть несостыковка. Он слишком подробно знает устройство мира до ледникового периода. В его, как он говорит в выдуманных рассказах, слишком подробно раскрываются те житейские детали, которых не мог знать маленький мальчик. И даже если бы он знал эти вещи от старшего поколения деревни, в которой они жили, он бы не смог так подробно понимать мир без снега, как он это делает на протяжении истории. Ко всему прочему, самый странный момент, указывающий на полное бессмертие Агни, это то, что он миллионы лет бороздил в космосе, в поисках Луны. При этом визуально остался в том же возрасте, что и был миллионы лет назад. По сути, легко на этот вопрос ответить не получится, но у меня есть две теории. Первая. Фудзимото просто решил уйти в некую абстракцию, показать настоящий сюрреализм и не париться по поводу логичности истории. И второе. Фудзимото точно знал, что делает и какой персонаж у него в руках. Для более подробного ответа я решил обратиться к разным интервью Тацуки Фудзимото, где поднимался вопрос о огненном ударе. Так вот, вся задумка огненного удара появилась из детского аниме Анпанман. Имя Агни произошло от первой буквы Анпанмана. И это никакая не шутка, я на полном серьезе. Кстати, Дома произошел из Дораэмона, а Сан из Садзаэ-сан. Поэтому по большей части копаться в значении имен смысла мало, но мы этим займемся просто попозже. А вот от Анпанмана Агни, помимо первой буквы имени, унаследовал многое. Ну, во-первых, кто такой этот ваш Анпанман? Анпанман – главный герой детского аниме, крайне популярного в Японии, глава которого представляет собой булочку. Булочку, сделанную дядей Джемом. Дядя Джем — это еще один персонаж, можно сказать, местный папа Карло или Джепетто. Имя Анпанмана образовано от двух форм — человек и булка. Причем его голова булка наполнена красной фасолью, поэтому Анпанман буквально означает «человек-бобовая булочка». Ему не нужно есть или пить, чтобы поддерживать себя в тонусе. Никто никогда не видел, чтобы он ел. Считается, что бобовое варенье в его голове позволяет ему жить вечно. А вот слабые стороны Анпанмана – это вода и вообще любая жидкость, от чего он может испачкать или намочить голову. Чтобы предотвратить намокание головы под водой или в сырую погоду, он носит шлем, похожий на пузырь. Если уже Анпанман был подпорчен, то восстанавливает его здоровье дядя Джем, который готовит ему новую голову, отрывая старую и быстро заменяя на новую. Анпанман родился, когда падающая звезда приземлилась в духовку дяди Джема, когда тот пек булочку. То есть можно сказать, Анпанман – продукт, сделанный при помощи человека и частички космической энергии. Когда Анпанман встречает голодающее существо или человека, он позволяет им съесть часть своей головы. Это также может сделать его слабее и заставить его заменить голову, чтобы восстановить свои силы. Для кого-то такой поворот оказался весьма неожиданным. Возможно, кому-то сейчас показалось, что я стебусь, но все претензии к господину Фудзимото. Он основал всю мангу огненного удара на персонаже детского сериала. Даже слово «панч» в названии исходит от суператаки Анпанмана, у которого был суперудар булочки, который можно адаптировать для нас как булочный удар. А Фудзимото чуть-чуть изменил название под свой сюжет и получился огненный удар. Ну хорошо, а что дает нам эта информация? Конечно, прямых доказательств в моей теории, которую я оглашу, нет. Но если рассмотреть концепцию хлебного человека, то нельзя сказать, что хлебочел является, человеком. Он определенно смесь человеческого труда и непонятной энергии из космоса. Я бы его назвал местным Гераклом. Смесь чего-то божественного и непонятного с человеческим видом. Если рассматривать Агни как продукт переосмысления Анпанмана, то и Агни на чистокровного человека мало похож. И на это Фудзимото намекает еще жирнющей отсылкой его имени. Агни в индийской мифологии является богом огня, домашнего очага и жертвенного костра. Он главный из земных богов, основной функцией которого является посредничество между ними и людьми. В
целом на этом параллели с индийским богом заканчиваются, но концептуально в Агни определенно что-то инородное. То есть результат трудов не только человека с человеком. Хотя, если он миллионы лет бороздил по космосу и не замерз, то что тогда для нас бог, если не это существо? Но, возможно, я косвенно дам более развернутый ответ в следующей теме. Этот вопрос один из самых интересных. Как вы поняли, банальных ответов на вопросы тут не будет, поэтому у меня есть еще одна занимательная теория. Сначала может показаться, что все дело в каких-то климатических изменениях, в том, что Солнце начало остывать или падение метеорита вызвало такое похолодание. Но давайте поразмыслим, что человечество начнет делать, если вдруг Солнце начнет остывать? Человеки, как вид, очень хитры и по уровню выживаемости точно могут посоперничать, с тараканами. По крайней мере, в коллективном сознании. Поэтому ответ очевиден. Мы начнем мигрировать под землю, греться у ядра. На 1, 2 или 3 километра вниз в зависимости от нужной нам температуры. Строить всю свою инфраструктуру вокруг подземной жизни, разрабатывать технологии, заменяющие солнечный свет и так далее. То есть пытаться выжить всеми доступными способами. Вы думали, Зион в Матрице по приколу под землей? Или только из-за пряток с машинами? Нет, им просто там тепло. Но, как можно проследить, в огненном ударе никто под землю и не думал идти. Скорее всего, потому что Земля замерзает изнутри. Отсутствие тепла от Солнца здесь абсолютно ни при чем. Также на это намекает сама концепция согревания Земли, которую предлагала Сурья. По ее плану, Иуда должна была убить людей, особенно благословленных. И таким образом, используя их жизненную энергию, снова вернуть Земле тепло. То есть может сложиться впечатление, что сила благословленных и замерзание Земли имеют прямую связь. И действительно, после убийства большей части населения Бегемдорга, Земля на 10 лет вернулась к потеплению. То есть как будто источник энергии благословленных – это источник энергии самой Земли. Отсюда мы можем сделать вывод, что за несколько десятков лет до событий манги ученые нашли возможность создать модифицированных людей, которые способны черпать энергию планеты и преобразовывать в своих целях, использовать огонь, лед, растительность, левитацию и прочие суперсилы. В такой интерпретации одаренные похожи на обычных преобразователей энергии из одного состояния в другое. Именно по этой причине Иуда, бороздя просторы космоса, думает лишь о том, что спасает одного мужчину. Именно по этой причине Агни не замерзал на протяжении миллионов лет. И именно так я запутался. Является ли все это божественностью или нет, я не знаю. Перейдем к следующему вопросу. Тагата хоть и кажется непростым персонажем, а в некоторых моментах даже весьма мудрой, но не стоит забывать, что она выросла на фильмах категории «Б». А в большинстве таких фильмов главных героев обычно спасает близкий ему человек, что жертвует собой. Тагата явно дает понять, что без Агни ей просто нечего будет делать в этом мире. Она снова вернется к попыткам убить себя или бесцельно сходить с ума. У нее просто не было другого выбора, как спасти героя своего боевика. Также один из многочисленных вопросов, что волнует фанатов, почему после стольких раздумий она сказала Агни жить. Здесь, как мне кажется, все еще прозаичнее. Все герои ее любимых боевиков в конце всех побеждают и с чувством выполненного долга уходят в закат, достигнув своей цели. Тагата хотела сказать то, что при любом исходе приведет к такому концу, который она хотела видеть. И в ее идеальном фильме главный герой жив. Цель Агни с самого начала была встретиться и быть с Луной, и он, благодаря Тагате, этого достиг. Много раз в истории Фудзимото намекает на один и тот же образ людей. Сурья упоминает, что человечество в своей финальной точке эволюции приобрело один и тот же внешний вид и овладело всеми возможными суперсилами одновременно. И якобы эволюционировавшие люди собрались все вместе и улетели, как единый организм, покорять другие миры, искать новое солнце, что будет их греть и всякое такое. И сразу можно предположить, что Иуда, Луна, Сан и Сурья, и даже Дома в свои молодые годы, чертовски похожи на прообраз одного человека. Как минимум, скорее всего, они являются потомками этих суперэволюционировавших людей. И чем больше каждый из одаренных развивается и растет, тем сильнее он становится похожим на одну единую сущность. Правдива ли эта трактовка от Сурьи про бороздение космоса, обновленной сверхрасы белобрысых клонов, или это просто еще одна отсылка
отсылка к Звездным войнам и Чужим, я не знаю. Но с этой версией кое-что не стыкуется. Агни. Он единственный не похож на всю эту компашку белобрысых, а точнее седоволосых. Поэтому могли ли суперлюди улететь на другие планеты, бросив Землю, вопрос больше дискуссионный и требующий выкручивать ползунок СПГСа на максимум. Но лучше рассмотрим другой вопрос. Учитывая все то, что я сказал выше, мне не кажется, что Агни и Луна из начала истории являются братом и сестрой. Определенно у Агни нет такой же родственной связи с эволюционировавшими. Он не обладает другими благословениями или суперсилами, кому как удобнее. Да и внешне они с Луной полностью разные. Также, учитывая, что Агни уже забывал о том, кто он есть изначально, то и здесь я бы хотел предположить, что они лишь волей судеб были сведены вместе. И Агни просто кто-то внушил, что он является братом маленькой Луны. Учитывая, что он уже не раз обманывал Луну, и учитывая, что он уже не раз обманывал себя. В одном из флешбеков Агни не может поверить, что он Агни. До этого его называли топливом. То есть ребенок уже испытывает приличную такую долю сомнений, и возможно через какой-то период времени он мог бы забыть свое имя и выдумать новую историю своей жизни. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны, основываясь на всех предыдущих теориях. Когда-то в Земле был цельный сбалансированный сгусток энергии, но ученые из Земли научились эту энергию разделять и раздавать людям. Они обнаружили, что одна часть, пусть будет белая, более приспособлена к их нуждам, а черная пусть и дальше служит миру и греет землю. Но через какое-то время черная половинка поняла, что не может существовать без белой. Черная половинка вышла из земли и начала искать свою потерянную часть, бороздя по земле десятки лет в теле обычного юноши. Половинка поняла, что она является топливом земли и дала себе имя Агни. И через какое-то время Агни понял, что он ищет свою недостающую часть, свою сестру. Частички которой имеют физическую форму и раскиданы на Земле и в космосе, энергию которой распылили среди людей. Агни, прожив долгое время, полностью потерял воспоминания о своей миссии, но все это время он искал недостающую часть себя, белую часть. В итоге Иуде, после убийства большинства одаренных и впитывания их сил и, скорее всего, воспоминаний, открылась эта тайна, и она, отправившись в космос, начала собирать частички сестры Агни, частички себя. В итоге, через миллионы лет, когда она собрала с космоса всю улетевшую энергию Луны, Агни пришел к ней, и они сформировали новую Землю. Повторюсь, это все не более чем мой натянутый СПГС, и скорее всего ничего общего с историей не имеет, но я должен был поделиться с вами этими теориями. А теперь перейдем к выводу. Как такового вывода на самом деле у меня нет. По сути, огненный удар — это история о принятии себя, о том, что нужно уметь быть пластичным и правильно выполнять поставленные задачи, которые ты сам перед собой ставишь. Ведь если ты хочешь сделать хороший фильм своей жизни, то без хорошего главного актера тебе не справиться. Если хочешь прожить хорошую жизнь и достигнуть поставленных целей, тебе нужно уметь адаптироваться, тебе нужно быть честным с самим собой. Обязательно верить в то, что ты делаешь, и твоя мечта обязательно сбудется. Вся вселенная будет этому благоволить. Мечта Агни всегда была лишь одна – быть с Луной. И, как мы видим, он это получил. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a